еще чуть выше приподнял его. Алло, есть, дождалась. Смотрите, как жадно червячка нашего захавал. Так, ребята, у нас поклевочка. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп. Я, короче, сама себе сказала, все, последний заброс, последний свежий червяк и буду уходить. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Катя Рыбалка. У нас уже время близится к середине апреля, и значит это время линя. Ровно год назад в это время я уже успешно ловила линя. Это такая рыба, которая не клюет круглый год, и вот сейчас самое время, вот где-то месяц-полтора, на то, чтобы его поймать. Вот сегодня такое чудеснейшее место у меня для рыбалки. Вот так вот среди деревьев я сяду с удочкой. Здесь не очень, конечно, удобно ловить, у меня тем более 5-метровая маховая удочка. Но вот это место, я знаю, что он здесь живет. Здесь такая вот ямка вот возле этого кустика в воде. Сейчас в первую очередь мы закормим, потому что линь очень пугливая рыба. Если вы никогда не ловили линя, я вам просто настоятельно рекомендую попробовать. Это дико интересная рыбалка. Линь очень достойный, сильный соперник, и он очень хитрый. Если мне сегодня удастся его поймать, и вы увидите эти поклевки, которые могут длиться 15 минут, то вы поймете, о чем я говорю. Но самое главное, не забывайте, нужно вести себя очень-очень тихо. Итак, общеизвестный факт. На что ловит линя? Линь очень любит творог. Поэтому, в принципе, сама каша не особо имеет значения. Главное – это творожок. Сегодня будет с творогом замешаю вот такой метод микс, который я взяла у Саши. Просто, честно, забыла с собой взять прикормку. Вот и все. Со вкусом криля. Я думаю, по холодной воде сейчас лучше попробовать такой вкус каши. И добавлю еще немного аттрактанта крилевой муки. Сейчас перемешаем сначала сухие компоненты вместе, так сказать. Причем у меня, кстати, сейчас это не каша, это вообще метод микс, который используем в кормушке для флета. Поэтому здесь есть такой еще меленький пельчик, зерновые. Я думаю, что не помешает. Темного цвета, пугать не должно ничего. Теперь берем наш творог. И надо его сразу туда крошить, чтобы было легче перемешивать. Вот. Так. Сейчас я чуть-чуть наклоню вам камеру, буквально показать, что там происходит. У нас вот такая вот история, видите? Все. Сейчас перемешаю. Творог немного влажный, поэтому я сначала вот так вот все перемешаю, для того, чтобы понимать, насколько еще нужно увлажнить водой, да, чтобы не переувлажнить. Друзья, вот такие вот я накатала шарики. С творожком вообще лепится отменно. И сейчас будем закармливать нашу точку. Вот где-то, да, посерединке. Пару шариков кину и подожду. 3 шарика кину, 3 шарика оставлю. Ну и все, теперь нужно ждать хотя бы полчаса. И есть время связать снасть. Снасть, кстати, сегодня у меня будет необычная, скажем так, хитрая. Значит, наживка сегодня будет у меня червячок. Этих червячков я только что вот тут вот насобирала местных. То есть такой вот, скажем так, свежачок. Насадки, наживки лучше, чем червяк для линя, я просто не знаю. Если вы знаете, можете мне в комментариях написать, на что вы ловите линя. Друзья, самое главное – это традиция перед рыбалкой. 1, 2, 3. В комментариях под последним видео читала, что многие так делают. Удочка. Новинка моя этого года. Очень нравится мне. Она очень легкая. Конечно же, в этом
месте я бы хотела удочку 3 метра, максимум 4. Это 5-метровая. Но она безумно легкая, и рыбалка с ней очень комфортная. Называется флагман Маскот Суперлайт. Действительно настоящий, ребят, Суперлайт 5-метровый, то есть настолько легенькая удочка, вы себе не представляете. Друзья, почему снасть хитрая? Обратите внимание, вот такой вот поплавочек. Это мне друзья подарили эту снасть. Малейшая поклевочка, малейшая, и она сразу заметна. То есть очень чувствительная снасть. Вот так вот она. 2 стопорочка на канатике таком. Вот такой маленький 2-граммовый поплавочек. И у него должен торчать только вот этот вот кончик из воды. Честно, вот это вот в таком виде я ее получила. Вот так вот как-то по-хитрому тоже привязаны грузики здесь. Ну, тут я имею в виду последний, да. И вот такой вот крючочек. Я начинала рыбачить одна. Но тут мой юный подписчик пришел на... Знакомьтесь, Жора Скорин, юный рыболов. Мы вчера с ним тут на этом озере выступали на соревнованиях, и он очень хорошо даже выступил, правда? Для первого раза вроде нормально, но бывает лучше. Ничего, надо рыбачить дальше. Ну что, ребят, у нас подсак замочен, рыбка прикормлена, снасть связана, поплавок выставлен по глубине. Сейчас одеваем такой плотный пучок червячка, забрасываем и ждем. Вот так, ребятки, плотненько, красивенько. Чем больше, скажем так, этот пучочек, тем лучше. Конечно же, если посмотреть на кашку, то метод миксом это очень дорого кормиться. Реально можно было бы взять обычную фишку, как я, в принципе, и собиралась. Ну, у нас теперь рыбалка получилась, прикормка по-богатому. Если честно, друзья, я буду рада поимке как и карася, так и карпика и любой мирной рыбы. Но самая моя желанная цель сегодня, это, конечно же, линь. Блин, ребят, не успела телефон поставить на стойку, увидела поклевку. Подняла поплавок. И стоит. Это может быть линь. Он может так клевать. Он может поднять, он может чуть-чуть его еле-еле видно штевать. Но пока он не поведет, нельзя подсекать. Вот я сейчас жду, будет ли, скажем так, продолжение. Нет. Или поспешила, или опоздала. Так, друзья, что мы имеем? Опять была поклевочка, видите, вот червячка чуть-чуть стянула. Сейчас покажу. Вот. Видите? Поклевка очень малоосторожная. Я думаю, чуть-чуть рано я. Чуть-чуть рано. Еще надо немножко времени, и будет хорошо ловиться. Только что зашла на свой же канал и посмотрела, что в том году я ловила здесь линя 21 апреля, и уже вокруг все было зеленое. В том году не было, во-первых, такой холодной зимы. Можно сказать, зимы вообще не было. Вот. Ну и во-вторых, соответственно, было гораздо быстрее, теплее. Ну, посмотрим. Я не сдаюсь, я хочу поймать рыбу. Уже 2 поклевки было, не уверенные, но 2 поклевки были. Так, ребят, вот эти вот снасти все модные, это, конечно, круто, но честно, я устала, я ничего не вижу. Пока я или не куплю себе очки, или линзы, или, не знаю, как-то по-другому не решу вопрос зрения, просто пару часов рыбалки и просто все уже. Поэтому вернула свой старый поплавок. Вы видите, да, немножко размер отличается.
и буду ловить на такой поплавок. Просто по-другому не могу. И большего размера взяла крючок крэнк. Соответственно, чтобы получился больший пучок червя. Ну, попробуем. Может соблазниться, а может наоборот. Сейчас нужно было более маленькую наживку делать. Я не знаю. Ну, напишите мне в комментариях, подскажите, как бы вы поступили. Друзья, я дождалась поклевки. Вот это ленивая поклевка. Он только что чуть-чуть потеребил поплавочек. Немножко сдвинул его и оставил. И вот сейчас он ним играется. В этой ситуации очень тяжело сдержаться, и чтобы не подсекать. Сейчас, если я подсеку, я не возьму рыбу. Нужно дождаться, чтобы он его потянул. Это может длиться и 5, и 10, и 15 минут. Сидите и ждите, пока он поведет поплавок. Издевается надо мной. Посмотри, что делает. Еле-еле такие колебания. Если в это время на воде будет рябь от ветра, вы даже можете не заметить этой поклевки. Ну давай же, давай. Еще чуть выше приподнял его. Повел. Есть, есть, дождалась, я дождалась. Оп-оп-оп-оп. Так. О, это сом, ребята, это не линь, это сом у меня клюнул, прикиньте. Блин, я думала, что это линь. Давай, давай. Давай, давай, давай. Блин, ребята, он клевал чисто как линь. Просто клевал как линь. Ну ты даешь, блин. Я тут сижу на высаде. Знала бы, что это сом, я бы уже давно подсекла. Посмотрите. Ну как сказать вам слово сом? Это тихо, 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 тихо. Это, можно сказать, саменок. Такой вот саменочек. Видите, захотел нашего червячка. Ну, такой, грамм, наверное, под 500. Блин, ну, одно, что очень прикольно, это вываживание сома на маховую удочку. Он очень сильный соперник, всем известно это, да, и дает классный бой. Сейчас мы его освободим и отпустим. Смотрите, как жадно червячка нашего захавал. Блин, с одной стороны, я, конечно, рада поймать сома, но с другой стороны, я расстроена. Вряд ли, если стоит сом, здесь стоит линь. И почему наш корм привлек сома, в конце концов? Жду в комментариях ваши варианты. Почему пришел сом? И еще и клевал как линь. У меня еще есть следующая теория. Возможно, клевал таки линь. Но подошел сом и вытеснил его. И быстро хапнул себе червячка. Так, ребята, у нас поклевочка. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Блин, а что же это было? Прикиньте, сход. Ё-моё. Доснималась поклевки я, короче. Видели поклевку. Я думаю, это был опять же сом, особенно потому, как он начал уже аж удочку утаскивать. Это точно не линевая поклевка. Линь так и не клюет. Так что я теряю надежду на поимку линя. Вопрос к девчонкам. Смотрите, на мне костюм Carpe Diem. Это первый женский костюм.
Я долго просила компанию сделать женские вещи, и вот на мне, скажем так, первый образец. Поэтому вопрос к девочкам. Запускать ли женскую одежду, кроме термобелья от Carpe Diem? Ну, а пока девочки думают, ответить или нет, хочу вам сказать, что для мальчиков уже все есть. Смотрите. Вот такой костюм на Саше. Штаны, кофта с капюшоном. Вот такой весенний уже, видите, потеплело, так то, что надо просто. Погодка. А есть к нему еще курточка. Очень подходит как раз по цветам. Тоже весенняя. Есть две новые курточки весенние. Вот это и еще один цвет. Вот, смотрите. Как раз то, что надо на сейчас. Люди, наверное, подумают, зачем эта странная девочка брала с собой стульчик, если она сидит на земле. Ну, мне просто тут удобнее наблюдать за поплавком, его лучше видно все-таки. А на такой склон стульчик-то не поставишь. Да и просто сегодня тепло, классно, блин, так кайфово. Такая погодка суперская, что мне вообще обалденно просто сидеть. Земля прям теплая, знаете, аж тепло чувствую идет. Какой красивый, смотрите, черный лебедь. Хочет мне клев поломать немножко, но мы его простим. Ребята, вот это, наверное, линь уже. Вот это, наверное, линь. Это его поклевка. Во-первых, долгая. Во-вторых, такая неуверенная. То есть, вот у нас, например, не знаю даже, как вам объяснить, наш червячок, он подходит, он на него смотрит, он его пробует. В общем, он очень долгое время думает перед тем, как его взять. Опять этот напряженный момент просто нереально. Давай возьми уже его нормально, блин. Чуть приподнял поплавок, и он стоит. Я не знаю, ну, как бы, может, некоторые вас подумают, почему я сразу не подсекаю, и, может, я что-то не знаю. Но, ребят, я вас уверяю, у меня есть опыт рыбалки на линя. Нельзя. Пока не поведет. Нельзя. Кучу раз я не дожидалась, видела вот эти вот колебания, подсекала, и рыбы не было. Пока он не повел, он может и вовсе не повести. Такое тоже бывает. Просто передумает. Либо, может быть, уколется о крючок. Такое тоже может быть. Ну вот, что и требовалось доказать. Эх, надо иметь стальные нервы, чтобы ловить линя, ребята. Потому что я чуть-чуть, наверное, все-таки не дождалась. Он начал вести. Просто, понимаете, когда у тебя поклевка уже, блин, идет 10 минут, нервы уже ни к черту вообще. Вообще ни к черту. Ну вот, очередная поклевка
закончилось вот только такими стягиваниями червя. Друзья, я думаю, это говорит нам о том, что линь подходит, но он еще все-таки очень осторожен. Это линевые поклевки. Поверьте, я знаю, что это именно линевые поклевки. Я умею ловить линя. И вот сейчас мне чуть-чуть не получается. Вот чуть-чуть. Получается, маленький пучок червя его просто не привлекает. А большой, он еще как бы боится. Понимаете? Ну ничего, сейчас 3 часа дня. Еще есть чуть-чуть времени до вечера. Может быть, проклюнет. Да, такое количество поклевок и такая плохая реализация говорит лишь об одном. Линь есть. Линь подходит, трогает приманку. Он пробует ее, то есть об этом свидетельствует пожеванный червячок. Но он еще не берет. Я думаю, вода холодная, и он не начал еще активно питаться. Недели через 2 я сюда вернусь. И более чем уверена, что хорошо порыбачу, потому что за сегодняшний день у меня было не менее 10 поклевок. Вот смотрите, он им балуется, сейчас вы увидите. Сейчас вы это увидите. Вот, смотрите, он им балуется, видите? О, это что-то получше поклевочка. Я опять отпустил. Блин, очень интересно наблюдать, но очень хочется его поймать, гада. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты. Блин, опять сом. Ух ты. Ты шо? Ух и давит. Ух и давит. Блин, не могу его поднять. Не могу его оторвать. Ох ты шо. Ребята, ну это не линь, это снова сом. Это снова сом. Я, короче, сама себе сказала, все, последний заброс, последний свежий червяк, и буду уходить. И поклевка была очень быстрая, такая характерная, как раз, как вы видели, уже сегодня клевал сом. Сразу же потопил, удочку потянул. И вот такой вот красавец. Тот был темненький, этот светленький. Соблазнился на нашего червячка. Покажись. Оп. Смотрите, как красавец. Класс. Ну что, заселфимся? Вот так, ребята. Теперь зато я точно знаю, что сом любит творог. Класс. Ну, конечно же, ребят, по традиции я всегда свою пойманную рыбочку отпускаю, чтобы подрастала. Сумасшедшие, конечно, эмоции он мне подарил, потому что, видели, так давил, так сопротивлялся, как прям настоящая большая рыба. Но в этом весь прикол рыбалки на маховую удочку. Я именно за это ее люблю. За то, что это просто сумасшедший адреналин на вываживании. Просто,
пушка. Олень. Оленя увижу в следующий раз. Ну что я вам хочу сказать, мои дорогие друзья. Мой день на рыбалке подходит к концу. Так же, как и заряд на моем телефоне. Еще посижу. Максимум часик. Снимать не буду ничего. Поберегу эти 8% на случай, если поймаю рыбу. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Это вам. До скорых встреч на моем канале. Обязательно подписывайтесь, это очень важно для меня. И пишите в комментариях, как вам такая рыбалочка.